конце августа 2011 года в Австрии прошел 5-й международный ФДМ-конгресс, приуроченный к 20-летию открытия доктором Типальдесом триггер-бенд-техники. Согласно отчету, опубликованному на сайте Европейской ФДМ-ассоциации, в нем приняли участие более 180 человек. Его программа включала отчеты о деятельности локальных ассоциаций США и Японии, курируемых инструкторами ЕФДМА, суборганизаций из Буркина-Фасо, Польши и Италии, находящихся в юрисдикции Европейской ФДМ-ассоциации. Доклады о теоретических и практических аспектах моделифациальных дисторсий и доклады ученых-исследователей фасции. Открытую дискуссию на тему применения моделифациальных дисторсий в стационаре, в которой приняли участие врачи из Австрии, Германии и Польши, и мастер-класс. В декабре 2011 материалы с этого мероприятия на 2 компакт-дисках были выставлены Европейской ФДМ-ассоциацией на продажу. Доступом к ним я не располагаю, но содержание некоторых выступлений я обнаружил в сторонних источниках. Содержательную часть первого дня открыла физиотерапевт Маджери Кастен получасовой лекцией 1991-2011 «20 лет Trigger Band». О чем она рассказывала, я могу только догадываться. Вторым спикером был магистр Ехайм Штольц, накануне Конгресса признанный ФДМ-инструктором ЕФДМА. Он представил разработанный им проект «Глобальное объединение ФДМ-данных», программное обеспечение, позволяющее формировать личную и общую базу данных проведенного ФДМ-лечения. Особо отмечу заявленную в нем функцию соотнесения ФДМ-диагноза с ортопедическим диагнозом. Идея однозначно полезная и открывающая широкие возможности для научного обоснования мануальной терапии по Типальдесу. Насколько мне известно, широкого распространения она так и не получила. Участие в этом проекте, кстати, предлагалось за 399 евро за вход и далее по 150 ежегодно. Следующим докладчиком был Томаш Теснер. Он представил исследование, которое легло в основу его магистерской диссертации по остеопатии, оценка влияния ФДМ на процесс заживления после хирургического лечения дистального перелома лучевой кости, защищенный им в Дунайском университете Кремса. 56 пациентов, восстановительный период после разных видов перелома лучевой кости в дистальной части были разделены на 2 группы. Входившим в контрольную группу проводили стандартную физиотерапию, а составлявших основную дополнительно раз в месяц в течение 3 месяцев лечили согласно ФДМ. Оценка результата проводилась по 3 критериям: измерение силы хвата, объема движений и субъективного дискомфорта. Исследование показало очевидно лучшие результаты по всем указанным параметрам в основной группе. Замечу, что статья Сабины Блюэль, ортопеда и кистевого хирурга, о которой было много сказано в предыдущих видео, была опубликована позже и, мягко говоря, гораздо менее содержательно и научно репрезентативно. После Томаша Теснера Штефан Анкер, накануне Конгресса признанный ФДМ-инструктором ЕФДМА и возглавивший Европейскую ассоциацию, познакомил аудиторию со своим исследованием «Межэкспертная оценка воспроизводимости языка тела в рамках модели фасциальных дисторсий», которая, как и работа выступавшего перед ним коллеги, была также основой магистерской диссертации по остеопатии в том же университете. 25 сертифицированным Европейской ФДМ-ассоциацией специалистам, остеопатам и физиотерапевтам из 3 германоязычных стран – Австрия, Германия и Швейцария – были продемонстрированы 23 видеоролика без звука, на которых пациенты предъявляли жалобы на соматический дискомфорт. Затем 3 из них были повторно показаны с оригинальным звуком. Каждый специалист, участник исследования, на основании замеченных им на каждой видеозаписи жестов, дополнительно в 3 случаях решения принимались на основании 2 критериев – увиденное и услышанное, определял у каждого показанного ему пациента конкретную фасциальную дисторсию, одну из 6.
Коэффициент согласованности по Сигалу-Кастеллану составил 0,51. Приемлемый уровень, подтверждающий наличие согласованности, но недостаточный для подтверждения валидности языка тела как изолированного диагностического критерия. Кроме этого, работа Штефана Анкера продемонстрировала большую согласованность ответов среди участников-остеопатов, независимо от стажа, по сравнению с участниками-физиотерапевтами, и общее повышение согласованности ответов при просмотре 3 видео со звуком. Выборка, конечно, минимальная, но результат очевидно указывает на преимущество комплексной оценки по сравнению с оценкой по одному критерию. В следующем году Штефан Анкер представил эту работу на Fascia Research Congress, а в 2015 опубликовал в виде книги «Жесты, выражающие боль как диагностический критерий». Предпоследним спикером первого дня 5-го международного ФДМ-конгресса был невролог из Польши доктор Славинский, рассказавший о применении модели-фасциальных дисторсий в клинической неврологии. Ни о нем, ни о содержании его доклада информации мне найти не удалось. Последним выступил инструктор Американской ФДМ-ассоциации с 2008 года, занимающий в то время пост ее президента, участник базовых семинаров по модели фасциальных дисторсий доктора Типальдеса 2004 и 2005 годов и всех ФДМ-конгрессов с 2005 года, доктор Байрон Перкинс. Он представил аудитории тему «Body Language Around the World» – язык тела в разных странах мира, или еще можно перевести как «язык тела в мире». Презентации я не нашел и сначала полагал, что она была посвящена идентичности бессознательных жестов, которыми люди в разных регионах мира указывают область своего дискомфорта. У доктора Перкинса были все основания для подобной оценки, так как он имел опыт работы с пациентами в США, Японии, Австрии, Африке и Монголии. Замечу, что в этих местах он не только лечил, но и проводил семинары по модели фасциальных дисторсий. В Монголии, кстати, в нарушении соглашения 2007 года. Но позже я увидел упоминание о содержании доклада доктора Байрона Перкинса в блоге Торстена Фишер. Он пишет: среди прочего, рабочей группы по модели фасциальных дисторсий наблюдался у пациентов и обсуждался Си-Сайн, Си-знак, представленный на Конгрессе в Вене доктором Байроном Перкинсом, действующим президентом Американской ФДМ-организации АФДМА. Си-Сайн в ортопедии – это жест, которым пациент локализует глубокую боль в тазобедренном суставе, обхватывая его областью между большим и указательным пальцем. Он считается характерным для импичмент-синдрома. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал в презентации «Остеопатический подход к лечению острой боли в пояснице. Введение в модель фасциальных дисторсий» с разбором клинического случая, представленный доктором Байроном Перкинсом в 2019 году в рамках ежегодной конференции Северо-Западной ассоциации специалистов по медицине труда и окружающей среды в Анкоридж, на упоминание Си-Сайн в контексте цилиндрической дисторсии. Я нисколько не подозреваю доктора Перкинса в неспособности отличить указание на фолдинг-дисторсию от указания на цилиндрическую дисторсию, но считаю создание и распространение терминологической путаницы серьезным препятствием для интеграции и модели фасциальных дисторсий, концепции и мануальной терапии по Типальдесу, методики в конвенциональную медицину, одной из целей, заявленных всеми 3 ассоциациями, основанными учениками доктора Типальдеса. И раз уж зашла речь об этой презентации, замечу, что она проиллюстрирована изображениями, тиражируемыми Американской ФДМ-ассоциацией, вполне соответствующих представленным Франком Ромером. Мне неизвестно, чтобы это вызвало реакцию доктора Христиана Штайна или других членов сообщества.